Товарищи, всем привет! Сегодня у нас на обзоре кроссовки от бренда Asics, а именно популярная знаменитая серия Kayano. Это Kayano 14 переиздание. Не поворачивается слово ретро переиздание, так как модель все-таки из 2000-х. На данный момент 28-я, либо 27-я серия. 15 лет назад примерно они были выпущены. Видите, ценник 11 990. Это стартовая, так сказать, цена. На данный момент коробка у Asics вот такая вот. Невзрачная, в принципе нормально, зато не покрасит вас, если попадете под дождь с этой коробкой. Вот они, кроссовки. Красавцы. Вот честно хочу сказать, я люблю подобные модели. Вот они. Мне близок силуэт вот подобного плана, так как у меня много подобных кроссовок. За рубежом, конечно, модель тоже в цене. Ценники вы сейчас увидите, но здесь уже в России я озвучил этот ценник. Что у нас здесь, помимо всего? Вот, RFID, это бирка сама, Orpholite, материалы и так далее. Кстати, мне эти кроссовки прислал зритель, за что ему огромное спасибо, но прислал с просьбой продать. 5800, я думаю, на момент публикации видео этих кроссовок уже у меня не будет. Давайте поглядим, что из себя представляет модель. Это типичная тренировочная спортивная модель. Очень хорошая сетка в плане вентиляции. Раньше таких проблем не было, как сейчас. Тут что-то не вентилируется, что-то не дышит. Вообще никаких проблем. Сетка и сетка. Плюс синтетические вставки. Диапазон температур от плюс 10-15 градусов до 25 и выше. В зале можно тренироваться. На стадионе, хоть где, по асфальту, это будет идеальный вариант. Единственное, что мне не нравится, вот эти синтетические вставки. Они, во-первых, такие не очень, на мой взгляд, хорошего качества. Обычно нужно делать вот эти вставки, вот эти усиления из нормальных эластичных материалов. Вот эта же вставка. Здесь, по сути, пофигу. Вот здесь особенно все это критично. Видите? Это просто синтетика. Она как бы такая мягковатая, но при определенных условиях может это все полопаться, а может и не полопаться. Тут как повезет. До сюда делайте, а дальше эластичные материалы. Clarino Nash, Micro Nash. Никто не отменял. Вот это синтетическая замша, видите? Такой материал своеобразный. На пятках иногда используют. Очень износостойкий, обладает всеми свойствами и характеристиками натуральных материалов. Только при намокании не теряет своих свойств. Просто супер материал. Так-то тянется и просто он вообще шик. Если бы использовали этот материал в кроссовках, то это было бы круто. Я когда первый раз увидел Clarino, это вообще был для меня шок. Это Adidas F50. Вот сейчас вы увидите. Я думаю, нифига себе. Прикольно. Либо вот такой материал. Это тоже синтетический вариант типа замши. Почему здесь резины нет? Это в инстаграме вы посмотрите. Да, вот этот материал тоже хороший. Он не лопнет просто так. И с него не плывет краситель. А этот материал боится сгибов, но здесь, я говорю, применена эластичная синтетика. Что-то подобного плана как раз у меня. На Адидасах тоже мягкая. Вот здесь капец ДК звездный, спасибо. Не зря тебя реконструируют. Здесь никаких проблем. Но здесь усиление внутри, как раз из синтетического подобного мягенького материала. Есть эта модель в натуральном материале, но почему-то на сгибах опять же идет синтетика. И плюс еще есть синтетики в очень дико интересных, на мой взгляд, расцветках. Это же такая, более такого классического варианта с золотыми вставками. Серебряный, золотой, белый. Хорошее сочетание. Обычные шнурки здесь не проблематичные. Дополнительное отверстие, чтобы сделать беговую шнуровку. Петелька на язычке. И все по классике сделано. Сразу же покажу бирку. Это бирка нового образца. С уникальным номером внизу. Модель делается во Вьетнаме. Вот это мне бесит. Синтетическая кожа. Пишите просто синтетика. Нафига это писать? Какая это синтетическая здесь кожа? Где? Пятка. Красиво смотрится. Переходим к интересному. А именно промежуточная подошва. Да, Asics знал, и знает в принципе толк в хорошей пене. Здесь пена более жесткая. Здесь более мягкая. А гель, он и в Африке гель. Гелевые вставки. И 3 различных материала. Плюс дополнение Trustic System, средняя часть стопы, стабилизация,
Защита от скручивания, видите? Цельная пластинка. Плюс резина. Резина хорошая, асфальтная. Вот Адидасы, да, 9-го года. Вот Адидасы 10-го года. Ну и что могу сказать? Это, кстати, Supernova Cushion, а это Adidas Adistar Solution. Вот проблема в том, что Adidas использовал твердые пены, а Asics использовал мягкие. И вот эта разница очень заметна, когда одеваешь поочередно. Берем дюрометр. Кто помнит, что чем больше цифра, тем более твердая у нас подошва. Смотрим, что имеем сбоку. 40. Ну вот это должна быть помягче. Сейчас вот так вот, наверное, сделаем как-нибудь. 36. А вот давайте, кстати, гель. 26. Гель помягче и лучше возвращает свою обратную форму. А теперь посмотрим на Адидасе. 49. Адидас. 43. Разница ясна, да, тут? И опять же мягкая пена и куча-куча полосок. То есть пена сжимается и обратно уже не возвращает свою форму в определенных местах. Adidas же сделал ставку, ну, немножко на другое. Поэтому по комфорту Asics, конечно, получше будут. Честно говоря, пятка показалась мне какая-то скудная. Набивки очень мало, ну такая простецкая. Стелька, ну, здесь Orpholite современно сделали. Боковая поддержка. Красивая салатовая такая, зелено-салатовая. Толщина усяка 5 мм. Подстелька сделали более просто. Это текстиль, прошит, ну и все на этом. Посмотрим вес нашей модели. 349 грамм. Я вам скажу, это немало. Длина стельки у американской девятки 27,6. Ну плюс-минус это стандарт. Друзья, это у нас вид сверху. Для тех, кто не понял, говорю. Очень прикалывают меня фразы такие от молодежи. Ну там, наверное, 12-15 лет. Это дедовские кроссовки. Фу, как они выглядят старомодно. Ребята, это не дедовские кроссовки. Это нормальные обычные кроссовки. Просто вы их сами делаете дедовскими, когда носите с какими-то джинсами. Джинсы старят эти кроссовки подобного типа. Когда вы носите их со спортивными штанами, там, с какими-то шортами и просто носите, либо спортом занимаетесь, либо бегаете, тренируетесь, неважно. Они спортивные, понимаете? Современные, несовременные, это уже там, ну, другие споры, другой базар. Но вот когда со спортивными штанами, это просто, ну, спорт. И еще часто слышу такие фразы типа вот, это только для спорта. Да нафига, нафига. Вот много кроссовок лайфстайл, они просто неудобные. Да, вы будете на стиле, вы будете крутым парнем либо девушкой, но при этом вам будет не совсем удобно. Повезло, если удобно, но зачастую неудобно. Вы жертвуете стилем. Нафига я буду жертвовать? Мне нравится дизайн, я могу тренироваться в них, могу ходить. Ходить одно удовольствие. Ноги потом через лет 20-30 скажут вам огромное спасибо, потому что вы заботились о них, не нагружали там, не передавливали. Короче, что мне нравится? Усиление под большой палец. Хорошая толщина протектора. Усиление под мизинец. Но при этом мне нравится то, что плюс-минус. Вот это усиление, а усиление... Вот я бы приказал просто делать всем производителям на своих кроссовках вот такое вот усиление. Эта сетка вот там вот идет изнутри, а поверх идет вот такой текстиль. Вот этот текстиль вы никогда не протрете. Сами кроссовки на ногах в принципе чувствуются нормально, хорошо, удобно, комфортно. Гель очень придает вес этим кроссовкам. На пятку наступаю, чувствую, проваливается, заваливается вот сюда, во внешнюю сторону, ну так как там гель. Понятно, а изнутри идет стабилизация. Ну, все как и положено подобным кроссовкам. То есть для меня вот эти кроссовки как бы не несут что-то новенькое, потому что у меня практически все вот эти подобные кроссовки. Видите, у меня тут вокруг меня столько подобных кроссовок. Вот. Поэтому о чем базар? Сгибаются офигенно. Стабилизация пятки есть, но можно сделать намного лучше. Но скидку делаю на то, что это нулевые года, наверное, точнее где-то 2005. Ну, плюс-минус, там я не вдаюсь в подробности.
По амортизации мне нравится, по комфорту хороши. Мне нравится, нигде ничего не жмет, не трет, не давит, то есть все нормально. По длине стельки у меня 26,3, 26,4, ну вот у меня большой палец, то есть 8,5 было бы прям вообще идеально. За 12 не советую. Ну вот за 5800, это 100 пудов советую. До 6, до 6,5 тысяч, ну можно взять попробовать. Ходить, бегать, решать уже вам. Ходить одно удовольствие будет, бегать то же самое. Ну и что еще тут сказать? Мне нравится, я вырос на подобных дизайнах. На этом все. Спасибо за внимание и всем пока.